Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания комнатных растений, а также садоводы и огородники, кто любит выращивать рассаду в домашних условиях. Сегодня я вам расскажу об одном очень эффективном, натуральном и безопасном средстве от мошек в цветах, так называемых почвенных комариков, как некоторые их называют. Бывают они такого черного цвета, мошки. Поселяются они часто очень на наших комнатных растениях, а также вредят рассаде томатов, огурцов, в общем, всех тех культур, которые мы привыкли выращивать сначала в домашних условиях, потом выносить в теплицу, высаживать. В общем, вредитель такой достаточно серьезный, и если пустить на самотек, то есть не бороться с этим вредителем, то он может, в принципе, запросто повредить не только рассаду, которая более нежная, чем комнатные цветы, но а также и большинство комнатных растений может от этих мушек, мошек, комариков пострадать. Обычно это происходит повреждение корневой системы, растения начинают постепенно подвядать, могут подсыхать и осыпаться листья. В общем, вредитель такой достаточно серьезный. Попадает он к нам чаще всего с покупным некачественным грунтом. Также может попасть после того, как растение побывало на свежем воздухе. Допустим, вы зимой растения на подоконнике выращиваете, а на лето их выносите на какую-то открытую лоджию, балкон, либо террасу. В общем, попадают эти вредители в том числе из внешней среды. Может заразиться растение щитовкой, тлей. В общем, множество всяких вредителей может попасть на растение, но чаще всего вот такие вот появляются мошки либо мушки. Также эти вредители очень часто попадают с покупными цветами. То есть все очень просто. Подарили вам букетик цветов, либо вы где-то купили понравившиеся вам цветочки, поставили их на подоконник рядом с комнатными растениями, а потом заметили, что что-то с растениями не то, появились какие-то летающие насекомые, и, в общем-то, таким образом тоже происходит часто заражение. На своем канале я показывал, точнее, много способов борьбы с этим вредителем, показывал народные способы, безопасные, также с применением химических препаратов. Очень часто мне пишут в комментариях то, что можно не заморачиваться, просто попшикать дихлофосом, либо поставить рядом с растениями на подоконник, воткнуть в розетку вот это вот средство от комаров. Но все это химические способы, и если таким способом можно, допустим, побороться с вредителями где-то на кухне с цветами, где мы часто проветриваем, мы можем оставить цветы на ночь, и не будут находиться люди в этом помещении, либо животные, то тогда еще способ такой, конечно, подходит. Но если у вас цветы стоят, допустим, в спальне, либо в гостиной, где вы часто бываете, то, соответственно, нужно избирать способы борьбы с вредителями наименее безопасные для животных, для человека, то есть натуральные средства борьбы с вредителями. Об одном из таких средств я вам сегодня и расскажу. Первый вариант применения данного средства от почвенных мушек – это добавление его в поливочную воду. Приготовили воду для полива, 1 литр, вот в лейчике у меня здесь. И сюда я добавлю 1 чайную ложечку этого порошка. Хорошо перемешиваю, даю некоторое время настояться, примерно полчасика. И после того, как средство хорошо растворится в воде, начинаем понемногу поливать им растения. Стараемся полить равномерно по всему земляному кому, чтобы везде попало вместе с водой этот препарат. И, в общем-то, вот и все. Вот простейший способ применения. Также очень хорошо таким способом обрабатывать рассаду томатов, огурцов, перцев и баклажан. Это первый способ. Второй способ более простой. Он больше подходит именно для применения на комнатных растениях. В том числе он подходит и для профилактики. Допустим, вы
купили какое-то комнатное растение и не уверены, что оно ничем не болеет, не заражено вредителями, можно сразу его таким способом обработать. Сейчас я покажу, как это правильно сделать. Также берем 1 чайную ложечку, зависит еще от емкости, в которой растет ваше растение. Допустим, вот 3-литровый горшок, в нем у меня растет замио кулькас. Кстати, вот летом я его пересадил, и также мошки были в начале с покупным грунтом. Но потом все успешно удалось его вылечить от этого вредителя. Вот видите, даже там вот клубеньки уже видно. Сейчас я поближе покажу вам. Вот здесь видно, растение уже нарастило клубень. Кстати, как размножать долларовое дерево замио кулькас. У меня есть отдельное видео, можете его посмотреть. Ну и сейчас я вам покажу, как защитить растение от мошек. У меня это будет профилактическая обработка. Итак, берем 1 чайную ложечку. Если у вас большая емкость, можно взять 2 чайных ложки. И постепенно вот так начинаем присыпать поверхность земли, стараясь равномерно распределить этот препарат. Вот так. Присыпали. Вот все, растение под защитой. Если оно у вас полит, вот у меня недавно я поливал это растение, то ничего больше делать не надо. Просто ставьте его на постоянное место, где оно у вас растет, и постепенно мошки пропадут. Если растение сухое, давно не поливалось, то можно его и полить. Но помните, что в зимний период полив у нас замио кулькаса очень ограниченный, а в летний период его поливают как обычное растение. Препарат, который я вам сегодня показал и который очень эффективен от вредителей насекомых, называется перетрум или ромашка далматская. Он продается вот в таких вот бумажных пакетиках. Вот смотрите, как он выглядит. Это растение, только, как вы видите, оно перетерто в порошок. И при этом оно обладает вот таким свойством избавления от насекомых, не только от почвенных мушек. Очень широкий спектр действия данного препарата. Его можно применять в качестве средства, в том числе и от тараканов, и от других вредителей, насекомых, которые часто бывают посещают наши жилища, квартиры. Вот безопасное средство, которое не вредит человеку и не вредит животным, которые живут вместе с нами. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях. Также в комментариях вы можете поделиться вашими способами борьбы с вредителями комнатных растений, а также рассады. Будет очень интересно. Пишите, поделитесь вашим опытом. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.